Уважаемый Владимир Владимирович, в 2013 году вы определили развитие Дальнего Востока как национальный приоритет нашей страны. Через 1,5 года, в 2015 была сформулирована необходимая законодательная база, и начиная с 2015 года по 2025 по всем основным показателям развития Дальний Восток существенно опережает другие территории. Что произошло в результате? В результате мы сегодня можем говорить о новом Дальнем Востоке, о Дальнем Востоке, созданном вашей волей и трудом миллионов жителей Дальнего Востока. Чтобы не быть голословным, я остановлюсь на каждой территории, потому что преобразования затронули именно каждую территорию Дальнего Востока России. Приморский край. Кампус Дальневосточного федерального университета, где сегодня учатся 20 тысяч студентов из 83 стран. Я знаю, что принято решение о строительстве второй части кампуса. Судоверфь «Звезда», которая, собственно, вернула Россию в судостроение. В крупнотоннажное судостроение. Так точно. Увеличившиеся мощности стивидорных компаний, новые порты, новые гостиницы, которые позволяют разместить людей. Заканчивается строительство Находкинского завода минеральных удобрений. Амурская область. Амурскую область сегодня уже тяжело представить без космодрома Восточный, а промышленные гиганты, Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комплекс определяют, собственно, основу экономики Амурской области. Построен мост Благовещен-Хайхэ, который связывает нас с китайской территорией. Строится канатная дорога, которая будет обеспечивать развитие туризма. Построен аэропорт Благовещенск. Хабаровский край. Хабаровский край тоже построен новый международный аэропорт. Построена первая частная железная дорога, связывающая порт Эльга с портовыми мощностями. Создан Малмыжский ГОК, Ванин Трансуголь, Амурский горно-металлургический комплекс, который занимается переработкой дважды упорных руд, лесоперерабатывающие мощности. Республика Саха-Якутия – это Эльга, которую мы уже упоминали. Компания «Колмар» создала 2 новых КОКа, Инагдинский и Денисовский. Возник Нежданинский горно-обогатительный комбинат. Большая площадь теплиц, позволяющая разнообразить меню людей, которые живут в достаточно сложных погодных условиях. Создан Новолинская ТЭЦ. Мы построили полигон Сулус, который позволяет осуществлять подготовку снайперов высокого класса, и, собственно говоря, эта работа уже идет. Чукотка. Конечно, прежде всего мы связываем Чукотку с развитием Баимского проекта. Баимский проект позволяет увеличить объем бюджета Чукотки в 2 раза. То есть создает совершенно другие условия для жизни. Энергетика нужна. Надо объект энергетики там развивать. Иначе ГОК просто не состоится. Хочу также сказать о том, что месторождение Песчанка открыто в 1972 году, но осуществлять работу на этом месторождении стало возможным только после внедрения преференциальных режимов. Построена плавучая атомная станция Ломоносов, продолжает работу золотодобывающее предприятие Кикура-Майское, комбинат Беринг-Промуголь. Сахалинская область тоже построен новый аэропорт.
строится горнолыжный курорт «Горный воздух», который уверен, что будет одним из важных центров развития горнолыжного отдыха в Российской Федерации, и, может быть, не только в Российской Федерации. Сахалинская ГРЭС-2, работает Восточная горнорудная компания. На острове Итуруп построен гостиничный комплекс. На острове Шикотан рыбокомбинат островной. Магаданская область тоже может похвастаться новым зданием аэропорта. Горно-обогатительные комбинаты на базе месторождения Наталка, Павлик, рудник Тутеджик тоже являются основой экономики Магадана. В тайге, в 50 километрах от Магадана, построен санаторий Талая, располагающий современным оборудованием и собственным тепличным хозяйством. На острове Завьялово, в 50 километрах от береговой линии, построен туристический комплекс для тех людей, которые любят уединенный отдых. Еврейская автономная область. Построен новый мост Нижнеленская-Тунзянь. Работает Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. Новые проекты создаются по переработке леса. Построен комбинат Дальграфит по добыче графита. Республика Бурятия, тоже аэропорт, центр ядерной медицины. На берегах озера Байкал начали создаваться современные туристические комплексы. Построен озерный горно-обогатительный комбинат по переработке цинка и свинца. Камчатский край. Я почти по каждой территории называл построенные здания аэропортов, но нельзя не выделить аэропорт Елизово. Это, наверное, сегодня лучший аэропорт на Дальнем Востоке. Продолжает развиваться рыбопромышленность, строятся тепличные комплексы, горно-обогатительный комбинат Кумрыч занимается переработкой золота. На Камчатке начали строиться гостиничные комплексы, которые крайне востребованы туристами. Лагуна – один из таковых. Центром туристической отрасли Камчатки станет парк Три Вулкана, который объединяет несколько горных комплексов и будет готов к 2029 году. Забайкальский край. Это месторождение Удаканская медь, в первую очередь уже сдана. Я тоже хочу сказать о том, что только после того, как были подписаны вами законы о преференциях, этот проект состоялся. До этого, с 1949 года, никакой работы там не велось. Это горно-обогатительный комплекс Насеткино, ГОК Култуминский. И интересным объектом является Забайкальский зерновой терминал, который позволяет поставлять нашу сельскохозяйственную продукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Что все это дало? Вот эти новые объекты. Рост доходов населения, рост доходов регионов Дальнего Востока возрос за 10 лет в 2,4 раза. Это создало надежную финансовую основу для социального развития, строительства школ, больниц, детских садов. Увеличились бюджеты всех без исключения субъектов. И эта работа дала свои результаты. Вы неоднократно ставили нам задачу стабилизировать отток населения. В 90-е годы он приобретал угрожающий характер.
после этого отток все более сокращался, и сегодня мы можем докладывать о притоке населения. 24 тысячи жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток. При этом из 11 регионов Дальнего Востока 9 закончили год с прибылью населения. Владимир Ильич, спасибо за внимание. Я хочу предоставить слово для доклада по социальным вопросам министру по развитию Дальнего Востока Алексею Чекункову. Пожалуйста. Спасибо. Да, не закончил слайд. Владимир Ильич, совершенно точно понимаем, что работы предстоит еще много. Это работа по мастер-плану, создание лучших условий для жизни людей. Это технологическое развитие. Сегодня будем обсуждать вопросы обеспечения новых проектов энергетикой, расширения провозной способности Восточного полигона. В общем, будем продолжать выполнять поставленные задачи. Уважаемый Владимир Владимирович, в своей работе мы в первую очередь ориентируемся на то, как сами люди видят приоритеты в развитии, какие проблемы. На протяжении 10 лет ежегодно проводятся социологические исследования. Здесь на слайде показана динамика с 15 по 25 год. Если в 2015 году 72% людей, 3/4 дальневосточников, обозначали доступность жилья как ключевую проблему, то за десятилетие более чем в 1,5 раза сократилось количество людей, которые обозначают это как беду. 76% качества здравоохранения в 2015 году в 1,5 раза сократилось к 2025. Уменьшилось количество людей, которые обозначают проблемными вопросы образования, трудоустройства. Примерно на одном уровне вопросы культуры, я перейду к этому аспекту в своем докладе. Выросло количество людей, которые обозначают стоимость жизни как проблему, но это проблема общефедеральная, связанная с инфляцией, с чем, собственно, связана макроэкономическая денежно-кредитная политика. Какими инструментами в первую очередь решались проблемы людей? По доступности жилья, Владимир Владимирович, ваше решение по дальневосточной ипотеке, вот наглядно видно, что в 2015 году средний дальневосточный сотрудник должен был 60% зарплаты отдать в качестве ипотечного платежа. То есть большая часть дохода уходила на платеж за квартиру. К 2025 году более чем в 2 раза уменьшилась, в 2,5 раза эта доля стала подъемной. И как результат правый график показывает сравнение средней цены на метр на Дальнем Востоке и в России. Всю историю на Дальнем Востоке квартиры были дороже, что мотивировало людей продать более дорогие метры на Дальнем Востоке и купить большую квартиру за эти деньги в другой территории страны. Благодаря дальневосточной ипотеке увеличилось количество строительства. В 2023 году сравнялась стоимость, и в 2025 году у нас Дальний Восток показывает на 21% более низкий средний метр жилья, чем в среднем по стране. В том числе это такие программы, запущенные по вашим поручениям, как Дальневосточный квартал, уже начаты стройки, это девелопмент комплексных проектов в рамках территории опережающего развития. Безусловно, дальневосточный гектар. 151 тысяча человек стали участниками программы. Половина из участников выбирают жилищное строительство как способ использования гектара, и половина используют для малого бизнеса, сельского хозяйства, туристических услуг. То есть одновременно это еще и решение вопросов с занятостью, с малым бизнесом. По здравоохранению, Владимир Владимирович, вы в 2021 году проводили на Восточном экономическом форуме совещание, где поручили принять решения отдельные для Дальнего Востока. Вот верхний график наглядно показывает результат этих решений. По сравнению со среднероссийскими коэффициентами финансирования обязательного медицинского страхования, дополнительное финансирование для Дальнего Востока выросло в 11 раз. Если 2020-2021 год это немногим больше 2 миллиардов рублей в год было, то сейчас это почти 24 миллиарда. Соответственно, растет удовлетворенность людей и качество медицинской помощи. Не только деньгами. Здесь очень важная работа организационная, которая проводится, например, Республика Якутия, Сахалинская область, реализует проект мобильных медицинских бригад, где
узкие специалисты едут к людям. Не узкие специалисты в региональном центре, а люди должны приехать, например, к эндокринологу или к узкому хирургу. А по графику они объезжают весь регион, и это позволяет значительно увеличить охват населения, снизить количество экстренных госпитализаций, вызовов скорой помощи. И новый проект, который мы запускаем, это региональные программы здоровья сбережения, где комплекс таких социальных мер, как борьба с курением, с алкоголизмом, мониторинг артериального давления, общего состояния людей, позволяет значительно снизить смертность от самых распространенных причин. Планируем распространить такую практику на все регионы Дальнего Востока. Исторически одним из главных факторов миграции была миграция абитуриентов. Еще в 2021 году только 62% дальневосточных выпускников поступали в регионе. Благодаря решениям, принятым на стратегической сессии под руководством Михаила Владимировича Мишустина, выделен отдельный дальневосточный трек в приоритет 2030 развития университетов. Вот результат: за 3 года работы у нас до 76% выросла процент дальневосточных абитуриентов, которые остаются учиться в регионе. И что интересно, ребята из других регионов поехали на Дальний Восток. Буквально за последний год в 3 раза выросло. Уже 10% первокурсников – это ребята, которые приехали из других регионов. Конечно, программа строительства кампусов и реализация стратегических программ развития университетов должны усилить эту тенденцию. В части культуры и того, чтобы жить было интересно, важные решения, принятые вами по открытию новых творческих вузов. В этом году уже начинает преподавание и Щукинское училище, в ГИК, ГИТИС. В 2026 году вводятся первые объекты мастер-планов и создаваемый по вашему поручению музейно-театральный комплекс во Владивостоке, музей в Бурятии. Практически все мастер-планы предусматривают создание новых музейных пространств и новых креативных кластеров, которые уже открыты в Якутии. В этом году открывается в Петропавловске, Камчатском, в следующем году в Улан-Удэ и далее практически во всех городах Дальнего Востока. Построена первая очередь комплекса инновационно-технологического центра на острове Русский. Это бизнес-инкубатор, который связывает бизнес и науку. Он реализован в исполнении вашего указа, и за счет госпрограммы по развитию Дальнего Востока начинается строительство уже масштабных корпусов IT-парка, биомедицины и биотехнологий. В целом технологическое развитие сейчас это то, что привлекает ребят на Дальний Восток. Вот буквально на этом ВЭФ запускается несколько проектов. Например, первый в России, один из первых в мире экспериментов по полностью роботизированному сельскому хозяйству. Вот такие машинки весом 1 тонна и стоимостью менее 4 миллионов рублей будут сеять, пахать поля абсолютно без участия людей. Это современные медицинские технологии. Наш фонд «Восход» проинвестировал в компанию, которая имплантирует в человеческий мозг чипы, позволяющие возвращать зрение и слух. Пока испытания проходят на приматах, в 2026 году должны уже получить сертификаты на людей. Из Дальневосточной академии наук, из компании Wildberries мы популяризируем дальневосточные полезные растения, такие как женьшень, лимонник, элеутерокок. Запускаем функциональный напиток, который направлен в том числе и на экспорт в страны Азии. По вашему поручению магистральная работа, которая начата на Дальнем Востоке по реализации мастер-планов, к сегодняшнему дню уже 19% всех мероприятий выполнено. Это 165 объектов из 875. Финансирование оставшихся обеспечено на 40%. Здесь очень важны ваши решения по направлению на мастер-планов, списание 2/3 задолженности регионов, создание отдельных разделов в национальных проектах, отдельный лимит по казначейским кредитам. И, безусловно, мы будем выполнять ваше поручение по направлению 5% отраслевых госпрограмм. Здесь, Владимир Ильич, еще, к сожалению, не все ФАИВы этот лимит выделили, но мы продолжим с Министерством финансов и с коллегами работать, чтобы ваше поручение было, безусловно, выполнено. Вот уже сданные объекты мастер-планов, которые уже значительно преобразовали облик дальневосточных городов. И управление всей этой работой ведется в цифровой системе от момента планирования объекта, выделения финансирования, контрактации через стройку и сдачу объекта в эксплуатацию. Лучшими в этой работе на сегодня являются Сахалинская область, Республика Бурятия, Магаданская область. Из ФАИВов это Минпромторг, Минэнерго, Минтруд, Минприроды и Минцифры. И в завершение, Владимир Владимирович, вот те 24 тысячи человек, которые
приехали в 2024 году на Дальний Восток. Здесь разбивка по регионам. В первую очередь это Амурская область, Приморский край, Забайкальский край. Что интересно, на Дальнем Востоке выше коэффициент рождаемости, причем на 24% выше коэффициент рождаемости именно третьих и последующих детей. Дальневосточные семьи чаще многодетными, чем в среднем по стране. Каждый третий ребенок на Дальнем Востоке рождается в многодетной семье. И уже 10 лет стабильно у нас приток в категории молодежи 20-24 года, то есть Дальний Восток становится действительно привлекательным для молодых. Позвольте перейти к церемонии открытия новых предприятий и объектов. Давайте. Уважаемый Владимир Владимирович, мы традиционно предоставляем возможность инвесторам открыть новые проекты с вашим участием, если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, Тихоокеанская железная дорога. Вадим Юрьевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович Калинин. Докладывает главный исполнительный директор Эльга Пугаев Вадим Юрьевич. Завершен основной этап строительства Тихоокеанской железной дороги. Это историческое событие и для компаний, и для регионов, по территории которых проходит дорога. Впервые Якутия и Хабаровский край получили прямую транспортную связь. ТЖД – это 531 километр пути, уложенных в рекордные сроки в экстремальном климате. Работы не останавливались даже при температуре минус 63 градуса. Проект реализован за 2 года с опережением плановых сроков. В его создании участвовали более 4000 человек со всей страны и сотни единиц техники. ТЖД стала третьей транспортной артерией России, которая обеспечит альтернативный маршрут к побережью Охотского моря и органично дополнит Байкало-Амурскую магистраль и контур логистического коридора Сибири и Дальнего Востока. Пропускная способность ТЖД будет составлять до 50 миллионов тонн продукции в год. И ее работа сформирует новые возможности для роста экономик Якутии и Хабаровского края. Также она послужит надежной основой для расширения межрегиональных связей. Мы уверены, что Тихоокеанская железная дорога, как в свое время БАМ и Транссиб, создаст дополнительный импульс развитию всего Дальнего Востока России. ТЖД к запуску готова. Спасибо большое. Спасибо, Виталий Ильич. Пожалуйста, автомобильная дорога Уссури. Андрей Сергеевич. Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает министр транспорта России Андрей Никитин. Сегодня под вашим руководством мы открываем 4 значимых транспортных объекта на территории Дальнего Востока. Я нахожусь на одном из них, на трассе А370 Уссури, Хабаровск-Владивосток. За последние 3 года эта дорога существенно выросла. Здесь увеличилась интенсивность более чем в 2 раза, как за счет транспортной логистики грузовой, так и за счет роста внутреннего туризма. Это потребовало новых решений, и сегодня самый загруженный участок этой дороги мы переводим в первую техническую категорию, обеспечивая соответствующую транспортную безопасность. На этом, безусловно, мы останавливаться не будем. Уже с этого года начнется работа по строительству нового подхода к городу Владивосток, развивая тем самым транспортную доступность дальневосточных регионов. Владимир Владимирович, делают эту работу люди, дорожники. Я хотел бы их представить. В первую очередь Иваненко Валентина Константиновича. Он начинал эту работу в 2004 году на трассе Хабаровск-Чита и был строителем. Сегодня он работает в науке. Петраев Сергей Викторович, сегодняшний руководитель управления дирекцией дорог Дальнего Востока. И Дошлакоев Ильяс Олезович, это наш студент-автодорожник, для которого эта дорога первая производственная практика. Спасибо, доклад окончен. Спасибо большое. Пожалуйста, логистический центр «Артем» Александр Константинович. Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает генеральный директор Фининвест Кахидзе Александр Константинович. В соответствии с вашим поручением, данным на Восточном экономическом форуме в 2023 году, Фининвест осуществляет реализацию проекта по созданию крупнейшего в нашей стране сухого порта, транспортно-логистического центра «Артем». Площадь терминала превышает 500 гектаров. Общая протяженность ЖД-путей свыше 100 километров. Проектная мощность терминала свыше 1 миллиона контейнеров в год. Деятельность терминала позволит обеспечить бесперебойную работу по вывозу контейнеров из портов Приморья, доставку грузов на территорию Северного завоза и Арктики,
создания новых рабочих мест. Терминал станет ключевым хабом на Дальнем Востоке для погрузки контейнеров в полувагоны. Одновременно это и поддержка угольной отрасли по снижению затрат на логистику за счет исключения порожнего пробега полувагонов. Уникальность нашего объекта состоит в том, что на терминале внедрены современные технологические решения, востребованные сегодня на сети российских железных дорог. Предусмотрено кольцевое движение поездов с примыканием сразу к 2 станциям Транссиба, с возможностью принимать и отправлять сдвоенные контейнерные поезда. Хотел особо поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за решение о выделении земельного участка под наш объект, а также правительство Российской Федерации, руководителей Приморского края, российских железных дорог и городского центра «Артем». Следует отметить, что объект состоялся в рамках нового механизма поддержки фабрики проектного финансирования. За это большая благодарность коллегам из Внешэкономбанка РФ и Сбербанка России. Совместными усилиями ТЛЦ «Артем» станет основой для создания международного хаба. Учитывая, что инвестиции на Дальнем Востоке носят долгосрочный характер, большая просьба, Владимир Владимирович, дать поручение о продлении предоставляемых тарифных преференций при перевозке контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока в соответствии со стратегией до 2035 года. Уважаемый Владимир Владимирович, год назад я докладывал вам о планах по запуску терминала в сентябре 2025 года. Ваше поручение выполнено в срок. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, Международный аэропорт Хабаровск, Юрий Константинович. Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает генеральный директор АО «Международный авиатерминал Хабаровск» Юрий Кондратчик. Представляем вам новый международный терминал аэропорта Хабаровск. Мы уверены, что созданная инфраструктура на многие годы вперед обеспечит развитие связей с дружественными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечит приток инвестиций и туризма не только в экономику Хабаровского края, но и всего Дальнего Востока. Мы хотим поблагодарить за поддержку Юрия Петровича Трутнева, Минвостокразвития, губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина, а также наших финансовых партнеров из ВБРФ. Отдельно хотим отметить коллег из Минтранса России и Росгранстроя за работы по техническому оснащению воздушного пункта пропуска и создание комфортных условий для пассажиров при пересечении государственной границы. Уважаемый Владимир Владимирович, ровно 6 лет назад при вашем участии был запущен внутренний терминал нашего аэропорта. Сегодня мы завершаем второй этап реализации этого проекта, после которого аэровокзальный комплекс аэропорта Хабаровск станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, инновационный научно-технологический центр «Русский», Елена Владимировна. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Харисова Елена, генеральный директор фонда развития МТЦ «Русский». Здесь, на острове Русский, вместе с ГВФУ, мы запускаем инновационно-научно-технологический центр. Место, где наука быстро превращается в производство. Наша задача – помочь технологическим компаниям Дальнего Востока и всей страны расти быстрее. Университет, бизнес и государство здесь работают как одна команда. Планы у нас большие. К 2036 году мы построим 110 тысяч квадратных метров. Это и лаборатории, и R&D-центры, и опытные производства технологических компаний. Сегодня мы открываем первый наш объект, пилотную площадку, площадью 7700 квадратных метров. Построили мы ее в рекордные сроки, благодаря поддержке Юрия Петровича, Алексея Олеговича и Олега Николаевича. Площадка востребована, весь корпус был разобран еще на стадии бетона. До конца года сюда зайдут 16 компаний и столько же научных команд. Это десятки лабораторий, пилотные линии и более 250 новых рабочих мест, где будут работать наши талантливые выпускники. Мы сделали для резидентов все максимально простым, чтобы время от идеи до первой партии было минимальным. В нашем портфеле уже 30 технологических проектов.
Больше миллиарда рублей частных инвестиций. Основные направления – это биомедицина, биотех, фармацевтика и, конечно, IT. НТЦ «Русский» – это еще и окно в Азию. Мы уже начали работать с Индией, с Китаем, привлекаем специалистов, исследователей, чтобы стать сильнее. Наша площадка готова, первые резиденты уже с нами. Передаю слово генеральному директору компании «Авексима Диол» Гременяку Денису Владимировичу. Пожалуйста, Денис Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Сегодня Авексима Диол совместно с НТЦ запускает пилотный проект «Первый российский антитромботический препарат Гемолидин», уже доказавший свою эффективность и безопасность. Также на пилотной площадке открывается научно-исследовательский центр компании Авексима Иннотех. 500 квадратных метров лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием. Уже вложено более 150 миллионов рублей. В ближайшие 3 года планируем разработать не менее 10 лекарственных препаратов и вывести их в промышленное производство. Проект к запуску готов. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, Камчатская краевая больница. Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Докладывает начальник единой дирекции по строительству Камчатской краевой больницы Чистякова Марина Николаевна. В соответствии с вашим поручением от августа 2020 года на территории Камчатского края реализован инвестиционный проект по строительству первого этапа Камчатской краевой больницы, который является ключевым объектом в сфере здравоохранения нашего региона. Завершение строительства первого этапа медицинского комплекса позволит обеспечить оказание современной и качественной медицинской помощи по 20 направлениям, 11 из которых являются уникальными для нашего края. Новая краевая больница, несмотря на санкции, оснащена самым современным медицинским оборудованием и является уникальным медицинским объектом в Дальневосточном федеральном округе. Ее открытие позволит расширить виды оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Камчатском крае. Реализация объекта началась в июне 2021 года и завершилась в июле 2025. Общая площадь зданий первого этапа составляет более 34 тысяч квадратных метров и включает в себя 2 корпуса – палатный на 175 коек и лечебно-диагностический корпус с 9 операционными, а также комплекс из 18 вспомогательных сооружений для автономной и бесперебойной работы. Все здания рассчитаны на сейсмичность 10 баллов и прошли проверку сильным землетрясением 30 июля 2025 года. Создание автономного комплекса позволит оказывать медицинскую помощь даже в экстремальных условиях. Благодаря вашей поддержке и совместной командной работе во главе с губернатором Владимиром Викторовичем Солодым строительство первого этапа Камчатской краевой больницы полностью завершено. Очень надеемся, Владимир Владимирович, на вашу помощь и реализацию мероприятий по строительству второго этапа нашей больницы. Доклад окончен. Спасибо. Договорились. Пожалуйста, музей Уссурийской тайги Константин Анатольевич. Уважаемый Владимир Владимирович, докладывает министр юстиции Российской Федерации, председатель наблюдательного совета ОНО «Центр Амурский тигр». 5 лет назад мы приняли решение о начале реализации этого проекта, и все это время достаточно напряженно работали. Мы построили совершенно новое здание из дерева, из клееного бруса площадью 760 квадратных метров и расположили здесь 7 экспозиционных залов, 6 из которых это постоянная экспозиция, которая объединена сквозной повествовательной линией, и один зал это временная экспозиция. Мы использовали как традиционные музейные технологии, так и современные. Ну, в частности, мы в музее создали 5D кинотеатр, и в котором имеем возможность представлять посетителям так называемый полет над Уссурийской тайгой. Владимир Владимирович, пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить наших спонсоров, потому что в создании этого объекта мы не использовали бюджетных средств, и все это реализовали благодаря деятельному участию наших благотворителей. Владимир Владимирович, объект к запуску готов, доклад окончен.
Благодарю вас. Пожалуйста, Центр финансовых расчетов. Петр Михайлович. Владимир Владимирович, добрый день. Докладывает Фродков Петр, Банк ПСБ. Мы на основании ваших решений проводим работу по созданию системы трансграничных расчетов на базе компании А7. Изначально исходили из того, что это наш ответ тем ограничениям, которые вводились в адрес российских участников внешнеэкономической деятельности. И, по сути, наверное, это и было основным стимулом активного развития этой платформы. Сейчас мы видим большой интерес в использовании этой платформы со стороны третьих стран, причем с точки зрения использования этой платформы, этой площадки для их расчетов между собой. Более того, вот как пример, буквально в ближайшие дни мы откроем наши офисы в 2 странах Африки, как клиентские рынки. Таким образом, мы видим, что заинтересованность в использовании этой платформы существует у стран для сопровождения своих собственных операций по экспорту и импорту. Но мы, конечно, тоже видим, что большая доля расчетов приходится на страны Азии, поэтому мы открываем во Владивостоке Дальневосточный международный финансовый центр расчетов, что с нашей точки зрения позволит дополнительно привлечь инвестиционную активность в регион, в целом будет способствовать развитию Дальнего Востока и установлению хороших партнерских отношений с нашими соседями. Уважаемый Владимир Владимирович, Илон Шор, генеральный директор компании «А7». Вместе с банком ПСБ и при поддержке ВБРФ мы создали, по сути, скажем так, Центр международных расчетов, платформу, которая сегодня работает на основе вексельных механизмов, также используя высокотехнологичные финансовые инструменты. На сегодняшний день, за 10 месяцев работы, мы провели более 7,5 триллионов операций рублей. Значит, сегодня в день мы проводим от 1,5 до 2 тысяч операций. План на 2025 год, что мы уплатим налогов около 20 миллиардов рублей, и это новые налоги. Сегодня, учитывая то, что более 50% всех расчетов мы проводим в страны Азии, мы приняли решение открыть здесь финансовый хаб. Поэтому мы рассчитываем, что данный хаб будет обслуживать не только Россию, но и другие страны, где будет работать А7. Спасибо большое, доклад окончен. Спасибо. Вот у нас еще на экране есть картинка из Дальневосточного федерального университета. И я вижу там группу коллег. Хотел бы обратиться хотя бы к одному из них. Как Внешэкономбанк, Игорь Иванович, принимает участие в работе по развитию дальневосточных регионов? Владимир Владимирович, мы работаем не только на Дальнем Востоке. Сейчас ваше поручение по отстраиванию трансарктического морского маршрута нас заставило посмотреть на проблему шире. Мы вместе с Юрием Петровичем и другими коллегами смотрим на развитие Арктики и Дальнего Востока. Это, по сути, новый проект. На самом Дальнем Востоке мы работаем от Чукотки до Приморья. На Чукотке мы запустили по вашему поручению большой проект по меди, это Баимский ГОК. А в Приморье буквально вчера мы посмотрели на строительство большого химического комплекса в Находке и строительство и расширение порта Суходол. Много планов, работаем здесь. Для нас, кстати, базовое учебное учреждение научное – это ДВФУ. Мы неспроста здесь с партнерами. По вашему поручению, когда этот кампус был построен, и находясь в Владивостоке, могу вам сказать, что у нас хорошая здесь энергия, большие планы. Сегодня встречался с молодежью. ВПРФ работает здесь и по мастер-планированию. Мы вместе с Юрием Петровичем эти планы развиваем. И обсуждаем с губернатором Олегом Николаевичем городской электрический транспорт. Планов много, но и реализуем проектов десятки. Так что здесь работа активная. Проектов сейчас, которые презентовали, это 3 вулкана. Там горный кластер такой, да, для отдыха. Я хочу спросить губернатора, там проблем-то не возникнет? Вулканы иногда извергаются.
Уважаемый Владимир Владимирович, подготовка к реализации проекта «Три вулкана» идет полным ходом. Сейчас обеспечено строительство необходимой инфраструктуры, уже практически готова дорога, заканчивается строительство линий электропередач, термальной воды. Что касается вулканов, то это наша гордость, то, что привлекает на Камчатку. И могу уверить и вас, Владимир Владимирович, и всех туристов, которые рассчитывают посетить Камчатку, действующие вулканы находятся на безопасном расстоянии и позволяют насладиться зрелищем с соблюдением всех требований к безопасности туристического маршрута. Хорошо, ладно, спасибо большое. Сейчас мы посмотрели и увидели, что на Дальнем Востоке есть небольшой, но все-таки приток населения, что не может не радовать. Это в значительной степени связано с развитием инфраструктуры, городов. И у нас соответствующая программа есть по развитию дальневосточных городов. Плюс еще ипотека, она сохраняется максимально льготной. Антон Георгиевич, как у нас обеспечение идет финансовое по всем этим направлениям? Уважаемый Владимир Владимирович, наша задача сейчас при подготовке бюджета на очередной финансовый год и трехлетний период обеспечить ресурсами все те поручения, которые вы давали по развитию Дальнего Востока. Здесь и непосредственно финансовое обеспечение программы развития Дальнего Востока, а это ни много ни мало более 60 миллиардов рублей ежегодно. Это и учет во всех государственных программах и национальных проектах, соответствующие компоненты по ресурсам, которые будут направлены на мероприятия по развитию дальневосточных регионов. Это налоговые льготы, это и те инструменты, которые успешно работают, как сегодня коллеги докладывали, такие как фабрика проектного финансирования. Поэтому все задачи, которые вы ставите по развитию Дальнего Востока, будут обеспечены ресурсами. Спасибо. Это один из ключевых моментов успеха этой работы. Сергей Евгеньевич, у нас еще будет сегодня совещание по развитию энергетического комплекса Дальневосточного региона. Пожалуйста, вы подходите к микрофончику. Нет, я вас прошу. Но мы знаем, что в целом ситуация с энергетикой решается, но есть много вопросов, которые требуют особого внимания. Ну, например, у нас намечается дефицит газа, у нас нет соединения между различными компонентами энергетической инфраструктуры, у нас требует развития сетевое хозяйство, и в то же время есть достаточно большое количество угля различного класса, которого, я не знаю, чуть ли не на 1000 лет хватит, на 900 лет хватит всех запасов угля, которые, безусловно, можно гораздо эффективнее, наверное, использовать с большей отдачей и при соблюдении всех экологических требований и использовать как базовый первичный энергетический ресурс. Мы, повторю еще раз, поговорим сегодня на совещании по развитию энергетики, но все-таки что вы могли бы вот прямо сейчас сказать по этим вопросам? На сегодня вопрос развития электроэнергетики является ключевым в развитии экономики любой страны мира. В связи с переходом на новый технологический уклад электроэнергии требуется все больше и больше. Мы активно работали, готовя программу развития электроэнергетики Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева совместно со всеми ФАИВами, с региональными командами. Мы обладаем уникальным опытом, имеем все технологии производства электроэнергии из всех первичных источников энергии. Задача стоит подобрать оптимальный режим производства электроэнергии и сделать и передать будущим поколениям достаточную электроэнергию с экономической эффективной ценой. Это основная наша задача и основной критерий оценки нашей работы. Удовлетворение растущего спроса по экономически эффективной цене. И сегодня с удовольствием мы доложим вам нашу совместную программу. Уголь-то будем использовать в больших объемах? Обязательно. Уголь, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, является одним из важнейших факторов обеспечения электроэнергией и теплом.
Хозяйство тоже попросил бы вас на совещание отдельно доложить, хорошо? Так точно. Я посмотрел, спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Я посмотрел, у нас наибольший прирост населения в Якутии отмечен, да? Как? За счет чего? Уважаемый Владимир Владимирович, в Якутии люди любят жить и любят жизнь. Поэтому с каждым годом нас становится больше. Это лучший показатель вот всей нашей... Да, ну, понял, хорошо. Ответ исчерпывающий. Спасибо, благодарю. Да. Как при вот таком большом количестве вводимых объектов, как себя чувствует экосистема? Достаточно мощная, но в то же время очень чувствительная. Пожалуйста. Я попросил бы министра сейчас высказаться по экономическому, Козлова, по экологии. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в действительности сейчас на Дальнем Востоке создается много инфраструктурных проектов, недропользования, и это требует, конечно, бережного отношения к природе и к ней. На Дальнем Востоке всегда относились с уважением и с почетом. Поэтому все службы и ведомства, которые находятся в структуре Министерства природных ресурсов, это Росприроднадзор, взаимодействие с коллегами, руководителями регионов, сопровождают все эти проекты с помощью экологической экспертизы, сразу на стадии проектирования делают все для того, чтобы снивелировать те вопросы, которые могут возникнуть в последующем. Многие объекты находятся в отдаленности от населенных пунктов, это особенно проекты, связанные с добычей недр, но в любом случае это требует внимания и бережного отношения к нашей природе. Спасибо. Хорошо, спасибо. У нас мы сейчас говорим про энергетику, про добычу природных ресурсов и про развитие сетевого хозяйства. Это все связано с экосистемой и необходимостью внимательного к ней отношения. Но еще поговорим на этот счет. Ну и что мы посмотрели, как развивается Хабаровск, хотел бы прямо задать этот вопрос и губернатору. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Хабаровск развивается уверенными темпами. У нас рост промышленного производства за истекший год на 17%. И в целом в Хабаровский край инвесторами вложено на 1,3 раза больше, 625 миллиардов за прошедший год. Поэтому Хабаровск развивается в первую очередь, исходя из не только добывающей, но и обрабатывающей промышленности и, конечно, логистики, примеры которого представлены сегодня здесь. Это Тихоокеанская железная дорога и, конечно, это дополнительный драйвер роста авиатерминал Хабаровск. Я вас поздравляю. Это хороший объект. Уважаемые коллеги, у нас стала хорошей традицией в преддверии или в ходе Восточного экономического форума проводить такую сверху часов по поводу того, что сделано за прошедшее время, за прошедший год. И с каждым годом необходимые для людей, проживающих на Дальнем Востоке, и для развития всего региона объектов становится все больше и больше. Они современные, они имеют хорошие перспективы развития, а значит, такие перспективы в целом складываются и для всего этого огромного, очень важного, стратегически важного для нас макрорегиона, Дальний Восток. Я вас всех хочу поблагодарить за то, что сделано, но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что Дальний Восток – это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать. Юрий Петрович, пожалуйста. Ну, давай. Что я хотел сказать? Вы даете команду на запуск? Да, ну, давайте будем запускать объекты. Вперед, поздравляю вас, успехов. Всего хорошего. Спасибо большое. До свидания. Успехов.